До прихода на эти земли христианства тут почитали старых языческих богов. Стояло капище и был священный гром-камень. С приходом христианства капище было сожжено, гром-камень расколот и заложен в основании храма, посвященного Власию Севастийскому. Оставшиеся в живых волхвы прокляли это место и всех, кто будет тут селиться. Первый построенный тут деревянный храм сгорел. Причем, как говорили легенды, огонь появлялся в том углу, который подпирал разбитый гром-камень. Храм пытались восстанавливать 3 раза, и всякий раз повторялась та же история. Небольшое поселение, появившееся в этом урочище, также страдало от всякой чертовщины, которая происходила в округе. Тут то и дело появлялись непонятные и страшные существа, которые терзали домашний скот и птицу. Бывало, что и люди пропадали без вести. Поэтому с тех пор это место получило название «Чертов Бор». Люди не хотели селиться в проклятом месте. И со временем оно опустело. А рассказы о происходящей здесь некогда чертовщине превратились в былички и сказки, распространенные в округе. Однако в конце XVIII века местный промышленник Иван Федорович Хватов построил в Чертовом Бору льнопредельную мануфактуру. Он и его потомки верили в научный прогресс и со скепсисом относились к народным поверьям и преданиям. Тем не менее, на территории мануфактуры был построен новый кирпичный храм с тем же названием в честь Власия Севастийского. Мануфактура развивалась вплоть до Октябрьского переворота 1917 года. Она занимала огромную площадь. Были построены производственные цеха, склады, общежития для рабочих, даже проложена узкоколейка до местного районного центра. Все это время никаких необъяснимых или жутких событий на территории Чертового Бора не происходило. Лишь изредка кто-то увидит на складе или в цеху непонятную тень, или в лесу промелькнет кто-то или что-то, да в ночи раздастся вой. Но никто уже не обращал внимания на такое. Считали это лишь игра света и тени и просто вой дикого зверя. После Октябрьского переворота потомков Хватова расстреляли в подвале их же дома. Храм был разрушен, правда, не полностью. Общежития для рабочих мануфактуры превратились в коммуналки, а производственные и складские помещения сначала стояли заброшенными, затем же были переданы местному колхозу. И снова долгие годы была тишина и спокойствие в этом месте. Колхоз работал, люди жили. Все изменилось летом 1943 года. Чертов Бор снова напомнил о себе и оправдал свое название. Сначала стали находить растерзанные туши колхозных коров. Потом стали пропадать домашние животные, а в конце лета уже и люди. Председатель колхоза товарищ Лопатин Михаил Сергеевич обратился к начальнику местного отдела НКВД товарищу Зиновьеву Лазарю Самуиловичу с просьбой как можно скорее разобраться в сложившейся ситуации, так как в народе уже пошли нехорошие слухи и брожения, а также вполне вероятно, что на территории колхоза действует диверсионная группа противника. Товарищ Зиновьев даже не знал, как поступить и что ответить. Ситуация и правда была нехорошая во всех отношениях. С одной стороны, он должен немедленно отреагировать и доложить напрямую в Москву. А с другой стороны, ни сил, ни средств для самостоятельного реагирования у него не было. После бессонной ночи товарищ Зиновьев все же решил отправить экстренный доклад в Москву на имя Лаврентия Павловича Берии. Из Москвы в обстановке строгой секретности был отправлен спецотряд для проведения мероприятий по оценке ситуации и возможной нейтрализации диверсионной группы противника. Все документы этой операции были засекречены. Однако, уже весной 1944 года на территории Чертового Бора был создан НИИ «Новый рассвет», деятельность которого была также строго засекречена. А территория бывшей мануфактуры Хватова обнесена забором и превращена в закрытую зону. Из небольшого количества архивных фотографий, которые удалось найти, оказалось, что НИИ занимался изучением паранормальных явлений на территории бывшей мануфактуры. Была создана специализированная лаборатория, проводившая исследования, даже смогли отловить некоторое количество экземпляров существ, которые появлялись в этой местности. Проводились исследования в области их функциональных возможностей, а также возможного скрещивания их с человеком для нужд Министерства обороны. Хотя характерной особенностью человекоподобных экземпляров являлась их бесполость. Но присутствие следов пуповины ставило исследователей в тупик в вопросе их размножения.
НИИ просуществовал до весны 1953 года, а затем был распущен. Сотрудники переведены в другие организации, лаборатории закрыты, часть документации и оборудования уничтожена. До 1973 года территория была заброшена. Но в том же 1973 году на территории бывшего НИИ организовали специализированную психиатрическую больницу. Были построены новые корпуса, и здания мануфактуры вновь были приспособлены под общежитие, но уже для персонала больницы. Это лечебное учреждение закрытого типа прекратило свое существование в конце 80-х. Что там происходило? Тоже засекретили и сдали в архив. Когда медицинское учреждение закрыли, часть персонала уехала, а часть так и осталась жить в полупустых коммуналках и общежитиях. Именно с этого момента и начинается новый этап в жизни чертового Бора, который продолжается до нынешнего времени. С 90-х годов здесь вновь начали происходить непонятные вещи и появляться странные и страшные существа. Местные жители обходят стороной проклятое место, а специализированные службы то и дело пытаются понять, что же тут происходит. В документации территория бывшей мануфактуры Хватова проходит под названием «Объект». Одной из особенностей объекта является то, что на его территории не работают электронные приборы, поэтому все записи с начала 90-х и до сегодняшнего дня производились и производятся только на кассетные видеокамеры. Спецслужбы периодически отправляют на объект разведчиков, однако не все из них возвращаются, а те, кто возвращаются, уже не бывают такими, как прежде. Однако наблюдается еще одна странная особенность. Возле ворот объекта раз в год появляется несколько кассет с записанными на них видеоматериалами. Причем, судя по анализу голосов операторов, это как раз пропавшие без вести офицеры. Объект продолжает свое существование до нынешнего времени. Сейчас поблизости от него давно уже нет никаких населенных пунктов, но чертовщина продолжается и становится все более жуткой, так же, как и продолжается наблюдение за объектом и его исследование. Нахожусь возле объекта. Движение не наблюдается. Что за черт? Меня просто втянуло в объект. Это что еще за чертовщина? Продолжаю движение внутри объекта. В одном из домов горит свет. Людей не наблюдаю.
Замечено движение на втором этаже психиатрической клиники. Это еще что такое? Когда-то он был человеком. Что за шутки? Откройте люк. Так, Ладно, посмотрим, где я. Похоже на коллектор. это что еще за существо такое было?